안녕하세요. Сегодня разберем важную грамматику ко и та. Она используется, чтобы сказать, что действие происходит сейчас и результат действия сохраняется. Ко и та добавляется к глаголу, чтобы показать, что действие продолжается прямо сейчас или действие завершено, но его результат сохраняется. Например, я ношу штаны. 바지를 입고 있어요. ношу очки. 안경을 쓰고 있어요. держу сумку. 가방을 들고 있어요. Это все, что я делаю сейчас. Конструкция ко и та присоединяется к любому глаголу в именно этой форме, вне зависимости от подчим или же гласной буквы. Например, 가고 있어요. 입고 있어요. 하고 있어요. То есть везде, вне зависимости от того, есть подчим или нет, буква А или И, просто добавляем ко 있어요. Если мы говорим о уважаемом человеке, например, бабушке, вместо ко и та мы используем ко 계시다. Например, 가고 계세요. Рассмотрим это на примере. Представим ситуацию. Мы разговариваем по телефону, и наш собеседник говорит, что ему очень холодно. И мы спрашиваем, 뭐 입고 있어요? В чем ты сейчас? В ответ можем услышать, что одет в футболку. Получается, 티셔츠를 입어요. Это просто. Получается, что я одеваю футболку. Это не означает, что на данный момент этот человек в футболке. Это просто говорит, что он одевает футболку. Но если мы хотим сказать, что на данный момент он в футболке, обязательно нужно использовать ко 있어요. 티셔츠를 입고 있어요. Я в футболке на данный момент. Нам не обязательно переводить на данный момент. Это просто мы уже должны автоматически понимать, что это имеется в виду состояние прямо сейчас. Теперь вы знаете, как рассказать о том, что вы носите, держите или делаете прямо сейчас. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕!